Всем привет, ребята! Сегодня будет наконец новый разбор клипа. Я выбрала в этот раз интересную работу от Nightwish. Она вышла достаточно давно, но до разбора я добралась только сейчас. Как вы знаете, я не являюсь ярым поклонником Nightwish, потому что они, в принципе, играют в том жанре, который я не особо котирую, скажем так. Но их работу Noise я просто не могу не отметить, и клип достаточно интересный. Человеку, который понимает, что происходит в мире, будет все понятно, и разбирать особо ничего не нужно, но там есть некоторые моменты и детали, на которые вы, возможно, не обратили внимания, либо же просто о них не задумывались, но мы сейчас их с вами рассмотрим. В данной работе ребята раскрыли огромное количество проблем современного общества. Получилась целостная картина, где лирика дополняет видео и видео дополняет лирику. Сразу скажу, что все изложенные мысли — это исключительно мои предположения. Ну что ж, давайте наконец начнем разбор. В начале видео нам после ужасающей сцены, к которой мы вернемся чуть позже, проводят краткий экскурс по персонажам. Каждый из музыкантов представляет определенную проблему современного общества. Давайте для начала кратко пройдемся по ним. Флор Янсен, вокалистка, играет роль псевдо-мамочки, которая в соцсетях показывает, какая у нее счастливая семья, какой прекрасный ребенок, создает образ идеальной матери, но в реальной жизни у нее происходит полный хаос. Сразу извиняюсь за произношение фамилий, имен, это вообще не моя сильная сторона, вы знаете. Туомас Халапайнен, клавишный, ярый защитник природы, заботящийся об экологии в костюме лепрекона. Только вот все это больше показуха, нежели реальные действия и призыв. Мы видим, что в этом кадре у него в руках появляются две таблички. Одна не одобряющая заводы с токсичными отходами, а другая полностью поддерживающая их, что оголяет для нас лицемерие персонажа. Кстати говоря, он тоже постоянно все фиксирует на прекрасный смартфон для соцсетей. Марко Хиетелло, бас-гитара, изображает лицо компаний, пропагандирующих бесполезные таблетки для похудения. Трой Данокли, волынка, гитара, бузуки и так далее. Он изображает власть, и в целом вместе с Флор они демонстрируют счастливую семью. Счастливую, естественно, в кавычках, купающуюся в деньгах и немыслимом счастье. Но это все мнимом. Подтверждением служат кадры, где глава выбрасывает подаренный ему букет после нескольких фотографий для соцсетей. Также есть дополнительно привлеченные лица. Это Джессика Энстром. Она является воплощением девушки, которая живет только соцсетями и, желая привлечь к себе больше внимания, оголяет в себя все сильнее. Кстати, примечательно, что актриса действительно в жизни такая, если судить по ее инстаграму. Они без обуви беспрерывно смотрят в экран своих смартфонов. Яркая демонстрация современного поколения, которое не вылезает из телефонов, забывая о существовании реального мира. Кстати, Мона Лиза, которая без внимания висит прямо перед ними, сразу мне напомнила, как сейчас люди посещают различные музеи и любуются в кавычках предметами искусства. Большинству плевать, они просто сделают пару фоточек на фоне, типа «смотрите, какой я крутой, классный и культурный», либо же просто пройдут мимо. А вы замечали шестиугольники, которые мелькают на протяжении всего клипа? Они здесь тоже не просто так. Но об этом чуть позже. Клип можно разделить на две части, до и после. В первой части мы наблюдаем наших персонажей в гармонии с их образом жизни, а во второй уже последствия подобного образа жизни. Давайте рассмотрим каждого персонажа в состоянии после. Ну что ж, мы видим нашего милого лепрекончика, который так активно боролся за чистую экологию в ванне, наполненной нефтью. Кстати, инструментал тоже резко сменился на более мрачный, подчеркивая всю задницу. Далее заботливая мамочка, которая осталась без мужа на руках с ребенком. Вокруг серость и разруха, ребенок грязный и грустный, но она продолжает делать вид, что все хорошо, заставляя при этом дочь улыбаться для соцсетей. Периодически кричит на нее, обвиняя во всех бедах и не выпускает из своих «я ж мать оков». Затем нам показывают, как у гитариста Эрна Вуаринен, господи, 100% неправильно прочитал ведь. Короче, у него загорается в смартфоне красный экран. Ну, слава богу, что не синий, как говорится, и все начинают на него нападать и избивать. Мне показалось, что здесь изобразили человека, который пытается отойти от привычного строя.
действительно жить иначе, бороться и менять все в лучшую сторону. Но его пытаются заткнуть и просто искоренить. Кай Хахта, ударник, через своего персонажа показывает, как некоторые люди вместо того, чтобы помочь и вступиться, просто снимают это все на камеру и фоткаются на фоне, как будто это весело и все так и должно, собственно, быть. Далее власть, которая кричала, как все великолепно, при действительно серьезных проблемах просто сбежала со своего золотого горшка, сняла корону и удрала от обязанностей. А человек, который так активно вталкивал всем свои таблетки, по итогу сам разжирнел и погряз в этих самых таблетках. Девушка все так же бесконечно пытается привлечь внимание, накачивает себе губы, делает ногти, прическу, несмотря на то, что в мире полный хаос, ее беспокоит только ее собственный маленький мир. Примечательно, что под видео присутствует говорящий хэштег Human Nature, человеческая природа, людская сущность, не знаю, как это еще можно перевести и обозвать. Давайте рассмотрим шестиугольники, о которых я упоминала ранее. Если честно, я на них обратила внимание только после того, как пролистала комментарии фанатов. Так вот, шестиугольники – это форма медовой соты, а также шаблон, используемый для распределения вышек сотовой связи. Шестиугольники используются во многих природных структурах. Мы можем играть со значениями, например, как сигналы от вышек сотовой связи используются, чтобы искажать, крутить нашу реальность и разум и так далее. Можете написать свои версии в комментарии. Ну и давайте наконец разберем самый пугающий меня кадр, а именно кадр с ребенком в каком-то непонятном шлеме. Как я поняла, это утрирование изображения будущего, каким будет наш мир. Люди перестанут жить в реальности и перейдут на существование в виртуальном мире. С рождения на них будут одевать эти своеобразные приспособления, которые будут держать до самой смерти. Они даже не увидят, что их окружала вот эта красота. Подводя итог, мы можем также посмотреть на лирику, и она полностью выражена в клипе. То есть я ничего нового вам в ней не открою. Кстати, строчка «Is your eyes on the black mirror» выделяется фразой «black mirror». Не знаю, отсылка это или нет, но мне сразу вспоминается сериал с таким названием, да, помните «Черное зеркало», где как раз-таки высмеиваются современные проблемы. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравился мой разбор. Если вы заметили еще что-то интересное или у вас есть какие-то свои мысли по поводу данного клипа, напишите их обязательно в комментариях. И если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока!